Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такая простая вещь, как стакан горячей воды натощак, может стать ключом к революционному изменению вашего пищеварительного здоровья? Итак, мои дорогие друзья, сегодня я поделюсь с вами драгоценными знаниями, которые выходят далеко за рамки того, что обычно говорит нам традиционная медицина. Вам знакомо это чувство тяжести после еды, тот дискомфорт, который часто сопровождает нас в течение дня? Что ж, решение может быть ближе, чем вы думаете. Наше путешествие познаний начинается с увлекательного открытия о том, как наше тело работает в ранние часы дня. Когда мы просыпаемся, наше тело похоже на машину, которая всю ночь была припаркована на морозе. Для оптимального функционирования ему требуется соответствующий обогрев. Горячая вода действует именно как то особое топливо, в котором так нуждается ваш организм, особенно для выработки желчи, той золотой жидкости, которая необходима для нашего пищеварения. Представьте себе, что ваша печень – это сложная фабрика, которая неустанно работает, чтобы поддерживать баланс вашего тела. Когда вы предлагаете горячую воду натощак, это как если бы вы создавали на заводе наилучшие возможные условия труда. Идеальная температура воды мягко и естественно стимулирует выработку желчи, не нагружая организм. Это все равно, что сказать любящее «доброе утро» своей пищеварительной системе. Желчь, друзья мои, подобно естественному моющему средству нашего организма. Он помогает расщеплять жиры в пище, облегчая их усвоение и использование. Когда ваша выработка достаточна, вы сразу почувствуете разницу, то чувство легкости после еды, тот комфорт пищеварения, которого мы все заслуживаем. И все начинается с простого утреннего ритуала. Многие меня спрашивают, а зачем нужна горячая вода? Ответ кроется в древней мудрости традиционной медицины. Вода более высокой температуры обладает способностью растворять и выводить токсины, накопившиеся за ночь, а также естественным образом стимулирует перистальтику кишечника, те движения кишечника, которые обеспечивают хорошее выведение. Это все равно, что мягко и глубоко очистить пищеварительную систему. Преимущества выходят за рамки непосредственного пищеварения. Улучшая выработку желчи, вы фактически инвестируете в профилактику ряда проблем со здоровьем. Например, вероятность образования камней в желчном пузыре гораздо ниже, если мы поддерживаем здоровый и постоянный поток желчи. Это все равно, что проводить профилактику своего тела, чтобы избежать проблем в будущем. Температура воды также играет ключевую роль в усвоении питательных веществ. Когда мы пьем горячую воду, нашему организму не нужно тратить дополнительную энергию, чтобы нагреть ее до температуры тела, направляя эту энергию на более важные процессы, такие как пищеварение и усвоение питательных веществ. Это все равно, что дать вашему телу короткий путь для более эффективной работы. Интересный аспект, о котором мало кто знает, это взаимосвязь между горячей водой и кишечным микробиомом. Этот набор полезных бактерий, населяющих наш кишечник, процветает в достаточно нагретой среде. Горячая вода помогает создать благоприятную среду, способствующую размножению полезных бактерий и, как следствие, укреплению нашего иммунитета. Помните, подойдет не любая горячая вода. Идеальная температура – та, при которой вам будет комфортно пить, обычно между 40 и 45 градусами Цельсия. Это как чай, только без чая, просто чистая вода в самом полезном виде. Избегайте кипячения воды, так как это может вызвать раздражение слизистых оболочек пищеварительной системы. Время также имеет решающее значение. В идеале, пить горячую воду сразу после пробуждения, перед едой. Именно в этот момент ваше тело наиболее восприимчиво к преимуществам этой привычки. Подождите около 30 минут, прежде чем завтракать, дайте воде выполнить свою работу, подготавливая пищеварительную систему. Еще одним удивительным преимуществом является улучшение усвоения минералов. Горячая вода помогает растворить важные минералы, такие как кальций и магний, делая их более доступными для вашего организма.
Это похоже на наличие более эффективной системы доставки этих необходимых питательных веществ туда, где они необходимы. Чтобы получить максимальную пользу, я предлагаю вам начать с небольших объемов, около 200 мл, и постепенно увеличивать, пока не достигнете 400 мл. Важно слушать свое тело и уважать его возможности. Некоторым людям может потребоваться несколько дней, чтобы адаптироваться к этой новой привычке, и это нормально. Главное – последовательность. Если вы подумываете о том, чтобы начать эту здоровую привычку, вот ценный совет – держите термос рядом с кроватью. Таким образом, как только вы проснетесь, в вашем распоряжении будет вода идеальной температуры. Это маленькая деталь, которая имеет решающее значение в формировании этой новой привычки. Многие из моих учеников сообщают, что через несколько недель после этой практики они начали замечать не только улучшение пищеварения, но и улучшение внешнего вида кожи и общее ощущение благополучия. Будто весь организм благодарен за эту утреннюю заботу. И самое приятное – это совершенно естественный метод, не имеющий противопоказаний при правильном выполнении. Проблема гидратации выходит далеко за рамки того, что мы можем себе представить, и температура воды, которую мы потребляем, играет фундаментальную роль в этом процессе. В то время как холодная вода может сузить кровеносные сосуды и затруднить всасывание, горячая вода способствует мягкому расширению, подготавливая организм к получению всех питательных веществ, которые поступают с первым приемом пищи. Понравилась ли вам первая часть наших знаний? Тогда вам понравится узнать, как горячая вода может революционизировать уровень гидратации и отрегулировать все пищеварительные процессы так, как вы даже не могли себе представить. Оставайтесь со мной, потому что сейчас мы собираемся исследовать еще более удивительные преимущества этой древней привычки. Когда мы говорим об увлажнении, многие люди думают просто о питьевой воде, но существует древняя мудрость, которая выходит далеко за рамки этого. Температура потребляемой вами воды может быть так же важна, как и ее количество, особенно в ранние часы дня. И сегодня я поделюсь с вами драгоценными знаниями, которые могут полностью изменить здоровье вашей пищеварительной системы. Вам знакомо то ощущение сухости кожи, с которым сталкиваются многие из нас, хотя мы регулярно пьем воду? Что ж, этому есть научное объяснение. Когда мы употребляем горячую воду натощак, наш организм усваивает ее гораздо эффективнее. Мы словно расплавляем барьеры, препятствующие глубокой гидратации наших клеток. Вопрос температуры завораживает, когда мы задумываемся о том, как работает наше тело. Во время голодания наши органы подобны саду, ожидающему первой утренней росы. Горячая вода действует как живительная роса, впитываясь гораздо эффективнее, чем вода комнатной температуры или холодная вода. Это как подарить утренний подарок каждой клетке вашего тела. Малоизвестный аспект, как горячая вода утром влияет на наш метаболизм. Когда вы пьете холодную воду, вашему организму приходится тратить дополнительную энергию, чтобы нагреть ее до температуры тела. Горячая вода это своего рода метаболический ярлык, позволяющий вашему организму направить эту энергию на более важные процессы, такие как пищеварение и детоксикация. Многие из моих студентов спрашивают меня о взаимосвязи между горячей водой и почками. И вот вам ценная информация. Почки любят горячую воду. Это похоже на то, что вы устраиваете этим жизненно важным органам утреннюю СПА-процедуру. Высокая температура помогает растворить мелкие камни, которые могут образоваться, и способствует выведению токсинов, накопившихся за ночь. На регулярность пищеварительных процессов большое влияние оказывает и температура воды. Представьте свою пищеварительную систему как оркестр. Каждый инструмент должен быть настроен и гармонировать с другими. Горячая вода действует как проводник, координируя все эти процессы в начале дня. Результат – более гладкое и эффективное пищеварение при каждом приеме пищи. Удивительное преимущество, о котором мало кто знает, это воздействие горячей воды на стенки кишечника.
В то время как холодная вода может вызвать сокращение этих стенок, затрудняя усвоение питательных веществ, горячая вода способствует мягкому расслаблению, подготавливая пищеварительную систему к работе на максимальной мощности в течение дня. Для тех, кто страдает вялым кишечником, ценный совет – добавьте щепотку тертого имбиря в утреннюю горячую воду. Это похоже на естественное обновление вашей пищеварительной системы. Имбирь в сочетании с горячей водой усиливает все преимущества, о которых мы уже упомянули, и даже добавляет противовоспалительные свойства к вашему утреннему ритуалу. Проблема гидратации также тесно связана с нашим психическим состоянием. Когда мы начинаем день с горячей воды, мы не только увлажняем наше тело, но и готовим свой разум к более продуктивному дню. Мы словно очищаемся от мысленного тумана, который часто сопровождает нас, когда мы просыпаемся. За годы работы в области естественного здоровья я сделал интересное открытие, как горячая вода может влиять на наш аппетит. Многие люди сообщают, что после принятия этой привычки они стали более осознанно относиться к еде. Как будто тело становится более приспособленным к своим реальным потребностям в питании. Чтобы получить максимальную пользу от увлажнения горячей водой, я предлагаю создать специальный утренний ритуал. Приготовьте воду накануне вечером, налейте ее в качественный термос, я рекомендую из нержавеющей стали, который дольше сохраняет температуру, и поставьте рядом с кроватью. Таким образом, как только вы проснетесь, в вашем распоряжении будет вода идеальной температуры. Еще один интересный аспект – то, как горячая вода может влиять на выработку гормонов. Нежное тепло естественным образом стимулирует выработку пищеварительных гормонов, подготавливая организм к более эффективному получению и переработке питательных веществ из завтрака. Это все равно, что дать ключ зажигания вашей эндокринной системе. Говоря о гормонах, знаете ли вы, что горячая вода помогает регулировать уровень кортизола, гормона стресса? Это как если бы вы мягко перезагрузили свою нервную систему в начале дня. Многие люди сообщают о чувстве спокойствия и благополучия после принятия этой привычки. Думая о практичности, предлагаю начать с небольших изменений. Это не обязательно должно быть радикально. Начните со стакана теплой воды и постепенно увеличивайте температуру, пока не найдете идеальную для вас температуру. Это похоже на настройку термостата вашего тела, у каждого своя идеальная температура. Теперь будьте готовы к еще более удивительному открытию о том, как горячая вода может предотвратить усталость и сохранить здоровье вашей крови. Вы узнаете, почему так много людей меняют свою жизнь с помощью этой простой утренней привычки. Вы когда-нибудь просыпались с чувством усталости, даже после полноценного ночного сна? Эта проблема встречается чаще, чем мы думаем, но сегодня я раскрою древнюю тайну, которая может изменить ваше утро. Горячая вода натощак имеет необыкновенную власть над нашей кровью, а следовательно, и над нашей жизненной энергией. Представьте свою систему кровообращения как сложную сеть рек и ручьев, протекающих по всему телу. Ночью этот поток естественным образом замедляется, и именно здесь в игру вступает преобразующая сила горячей воды. Употребляя горячую воду натощак, вы, по сути, размораживаете кровообращение, позволяя крови течь более свободно и естественно. Одним из наиболее интересных аспектов этого процесса является то, как горячая вода влияет на вязкость крови. Думайте о своей крови как о моторном масле. Когда она слишком густая, двигателю приходится работать усерднее, чтобы работать. Горячая вода действует как естественный разбавитель, разжижая кровь и уменьшая усилия, которые требуется сердцу, чтобы перекачивать ее по всему телу. Вопрос температуры имеет решающее значение в этом процессе. В то время как холодная вода может вызвать сужение кровеносных сосудов, горячая вода способствует мягкому естественному расширению. Это похоже на то, как если бы вы надолго открыли окна закрытого дома, воздух, в данном случае кровь, начинает лучше циркулировать, доставляя больше кислорода и питательных веществ каждой клетке вашего тела. Многие не знают,
Но утренняя усталость часто связана с качеством нашего кровообращения. Когда кровь более вязкая, вашему телу приходится работать больше, чтобы выполнять те же функции, что приводит к ощущению усталости, когда вы просыпаетесь. Горячая вода действует как естественный разблокировщик этой застойной энергии. За годы исследований я обнаружил одно удивительное преимущество: как горячая вода может влиять на выработку клеток крови. Нежное тепло стимулирует костный мозг, ответственный за производство этих клеток, создавая идеальные условия для более эффективного кроветворения, производства клеток крови. Это все равно, что дать вашей кровеносной системе естественный импульс. Для тех, кто страдает от проблем с кровообращением, вот ценный совет. Добавьте в утреннюю горячую воду кусочек имбиря и щепотку куркумы. Эти специи усиливают кровообращение, действуя как настоящие, естественные разжижители крови. Но помните, всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять какие-либо добавки в свой рацион. Взаимосвязь между температурой воды и нашей жизненной энергией – это то, что восточная медицина понимала на протяжении тысячелетий. Когда мы пьем горячую воду натощак, мы не просто увлажняем организм, мы буквально разжигаем свой внутренний огонь, свою жизненную энергию. Это все равно, что дать аккумулятору дополнительную зарядку в начале дня. Влияние на иммунную систему также заметно. Более жидкая кровь означает лучшую циркуляцию защитных клеток по всему телу. Это похоже на более гибкую и эффективную армию, защищающую ваше здоровье. Многие из моих учеников сообщают о значительном сокращении случаев простуд и инфекций после принятия этой привычки. Еще один интересный аспект заключается в том, как горячая вода может влиять на наше психическое состояние. Более жидкая кровь означает лучшую оксигенацию мозга, что естественным образом приводит к большей ясности ума и готовности решать повседневные проблемы. Это похоже на рассеивание тумана, который часто сопровождает нас, когда мы просыпаемся. Чтобы максимизировать эти преимущества, важно поддерживать регулярное потребление. Я предлагаю начать с 300 мл горячей воды, как только вы проснетесь, постепенно увеличивая, пока не достигнете 500 мл. Важно найти то количество, которое лучше всего подходит для вас, всегда учитывая сигналы вашего тела. Вопрос времени также является фундаментальным. Лучшее время для употребления горячей воды – сразу после пробуждения, когда ваше тело естественным образом более восприимчиво к перезагрузке кровообращения. Это все равно, что сказать «доброе утро» каждой клетке вашего тела, подготавливая ее к работе на полную мощность. Важная деталь, о которой многие не подозревают, это взаимосвязь между горячей водой и артериальным давлением. Нежное тепло способствует естественному расширению сосудов, что помогает мягко регулировать кровяное давление. Это похоже на внутренний массаж кровеносных сосудов, способствующий улучшению кровотока. Для тех, кто занимается спортом по утрам, горячая вода натощак может стать отличной подготовкой. Улучшая кровообращение на ранних стадиях, вы, по сути, разогреваете свое тело изнутри, подготавливая его к более эффективной и безопасной тренировке. Но подождите, сейчас мы собираемся выяснить, как эта простая привычка может стать мощным инструментом в предотвращении заболеваний и в целом стимулировании вашего организма. Приготовьтесь к еще более удивительным открытиям о преобразующей силе горячей воды. Давайте поговорим о чем-то, что может показаться простым, но оказывает глубокое влияние на наше здоровье, как горячая вода натощак может быть одним из самых мощных инструментов в предотвращении болезней. Удивительно, как такая простая привычка может совершить настоящую революцию в нашем благополучии, особенно когда мы говорим о профилактике. Представьте свое тело как только что проснувшийся город, улицы нужно очистить, систему активировать, и все должно начать работать слаженно. Горячая вода действует точно так же, как первый луч солнечного света, который будет весь город. Он не только согревает вас, но и мягко и естественно активирует все системы вашего тела,
подготавливая вас к решению проблем дня. Одним из наиболее удивительных аспектов является то, как горячая вода может предотвратить ужасный тромбоз. Когда мы утром первым делом потребляем воду соответствующей температуры, мы создаем среду, в которой кровь более свободно течет по кровеносным сосудам. Это как проводить профилактическую чистку дорог нашего организма, избегая опасных заторов, которые могут привести к образованию тромбов. Говоря о профилактике, знаете ли вы, что горячая вода играет фундаментальную роль в укреплении иммунной системы? Это похоже на специальную тренировку ваших защитных клеток в начале дня. Нежное тепло стимулирует выработку лейкоцитов, настоящих воинов, защищающих нас от болезней и инфекций. Вопрос температуры имеет решающее значение в этом процессе профилактики. Точно так же, как вы не заводите машину с утра на 5-й передаче, ваше тело также нуждается в адекватной разминке. Горячая вода обеспечивает именно этот постепенный, естественный прогрев, который подготавливает каждый орган к работе с максимальной производительностью. Увлекательное открытие, которое я сделал за эти годы, заключается в том, как горячая вода может влиять на нашу вегетативную нервную систему. Когда мы пьем горячую воду натощак, мы посылаем успокаивающий сигнал нашему организму, активируя парасимпатическую систему, отвечающую за расслабление и регенерацию. Это похоже на мягкую перезагрузку всей нашей нервной системы. Чтобы максимизировать профилактический эффект, я предлагаю добавить щепотку куркумы в утреннюю горячую воду. Эта древняя специя в сочетании с горячей водой создает мощный противовоспалительный дуэт. Это похоже на естественный защитный щит, действующий на ваше тело в течение дня. Всегда не забывайте проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять какие-либо добавки в свой рацион. Горячая вода также играет ключевую роль в предотвращении проблем с пищеварением. Мягко стимулируя пищеварительную систему утром, мы избегаем ощущения запора, с которым сталкиваются многие. Это все равно, что провести профилактическую прочистку пищеварительной системы, подготавливая ее к приему дневной еды. Малоизвестный аспект заключается в том, как горячая вода может помочь предотвратить преждевременное старение клеток. Нежное тепло стимулирует выработку белков теплового шока, которые действуют как защитники клеток. Это похоже на команду микроскопических пожарных, которые всегда начеку и готовы защитить ваши клетки от повреждений. Регулярность этой привычки важна для ее профилактического эффекта. Это похоже на строительство крепости. Каждый день, соблюдая этот ритуал, вы добавляете своему телу еще один уровень защиты. Со временем ваше тело естественным образом становится более устойчивым к различным типам проблем со здоровьем. Многие из моих учеников сообщают о значительном улучшении решения хронических проблем после принятия этой привычки. От боли в суставах до сезонной аллергии, горячая вода оказывает положительное влияние на самые разные состояния. Мы как будто даем организму инструменты, необходимые для самоисцеления. Для тех, кто заботится о своем здоровье сердечно-сосудистой системы, вот ценная информация. Горячая вода помогает сохранить эластичность сосудов. Это все равно, что держать шланги в вашем саду всегда гибкими и в хорошем состоянии, чтобы предотвратить проблемы с циркуляцией в будущем. Профилактика с помощью горячей воды распространяется и на дыхательную систему. Нежное тепло помогает растворить слизь, которая может накопиться за ночь, что облегчает ее выведение. Это похоже на утреннюю очистку дыхательных путей, подготавливая их к лучшему функционированию в течение дня. Влияние на обмен веществ также заметно. Начав свой день с горячей воды, вы, по сути, мягко и естественно пробуждаете свой метаболизм. Это все равно, что дать мягкий сигнал всем вашим клеткам, чтобы они начали работать на полную мощность. Но будьте готовы, потому что сейчас мы собираемся исследовать, как эта простая привычка может превратиться в еще более мощную практику в сочетании с позитивными намерениями и духовным благополучием. Оставайтесь со мной и узнайте, как мы можем поднять этот утренний ритуал на новый уровень. Теперь
Мои дорогие друзья, давайте углубимся в совершенно особый аспект употребления горячей воды натощак, его духовное и энергетическое измерение. Многие из вас уже знают о физических преимуществах, которые мы разделяем, но в этом утреннем ритуале есть еще более тонкий и мощный слой, который может изменить не только ваше тело, но и вашу душу. Когда мы намеренно говорим о питьевой воде, мы обращаемся к древней мудрости, которая пересекает культуры и поколения. Уже древние восточные мастера поняли, что вода – это не просто H2O, это мощный проводник энергии и намерений. Когда мы с осознанием и благодарностью пьем горячую воду натощак, мы буквально программируем свою энергию на начинающийся день. Представьте каждый глоток горячей воды как возможность соединиться со своим внутренним существом. Это священный момент, ритуал ухода за собой, который выходит далеко за рамки физического увлажнения. Когда мы просыпаемся, наше энергетическое поле особенно восприимчиво, подобно цветку, который раскрывается, чтобы принять первые лучи солнца. Горячая вода действует как проводник утренней энергии, усиливая наши позитивные намерения. Мощная практика, которую я часто предлагаю, это подержать стакан с горячей водой в руках несколько минут перед тем, как выпить, посылая позитивные намерения через тепло ладоней. Вы можете визуализировать, как вода заряжается целебной энергией, любовью, процветанием или любым другим качеством, которое вы хотите проявить в свой день. Это похоже на программирование кристалла, но в качестве среды используется вода. Температура воды имеет особое значение в этом энергетическом контексте. Нежное тепло представляет собой элемент огня, который в традиционной восточной медицине связан с трансформацией и жизненной силой. Потребляя горячую воду, мы символически зажигаем наше собственное внутреннее пламя, наш священный огонь, который поддерживает нас живыми и энергичными. Многие из моих учеников обнаружили, что, употребляя мантры или позитивные аффирмации во время питья горячей воды, они испытали глубокие изменения в своем эмоциональном состоянии. Словно каждый глоток превращается в тихую молитву, момент общения с Божественным, живущим внутри нас. Простое утверждение типа «у меня идеальное здоровье» может превратить этот ритуал в мощный инструмент исцеления. Аспект осознанности этого ритуала нельзя недооценивать. Когда мы с полным осознанием пьем горячую воду натощак, мы практикуем своего рода активную медитацию. Наблюдайте, как вода стекает вам в горло, ощущайте, как тепло распространяется по вашему телу, замечайте возникающие тонкие ощущения. Это упражнение в присутствии может принести огромную пользу вашему психическому и духовному здоровью. Чтобы еще больше усилить этот ритуал, я предлагаю создать особую атмосферу для этого утреннего момента. Зажгите свечу, включите тихую музыку, используйте специальный стакан или чашку, отведенную специально для этой цели. Превратите этот момент в настоящий священный ритуал, празднование начала нового дня. Вода, по своей природной мудрости, обладает способностью нести и передавать энергетическую информацию. Новаторские исследования доктора Масару Эмото продемонстрировали, как вода реагирует на намерение и слово. Когда мы пьем горячую воду с осознанием и благодарностью, мы буквально программируем каждую клетку нашего тела этой положительной энергией. Интересный аспект этой практики заключается в том, как она может помочь нам развить более осознанные отношения со своим телом. Начиная день с этого ритуала заботы о себе, мы устанавливаем образец внимания и уважения, который, как правило, распространяется на все наши решения в течение дня. Это похоже на священное обязательство обеспечить наше благополучие. Для тех, кто занимается йогой или медитацией, голодание на горячей воде может стать мощным дополнением к вашей духовной практике. Выпейте воду перед утренней практикой, представляя ее как очищающий элемент, подготавливающий ваше тело и разум к более высокому состоянию сознания. Время проведения этого ритуала также имеет важное духовное значение. Во многих традициях ранние утренние часы, особенно во время восхода солнца,
считаются особенно благоприятными для духовных практик. Это время, когда жизненная энергия Вселенной достигает своего пика, делая наши намерения еще более мощными. Благодарность является фундаментальным элементом этого ритуала. Прежде чем выпить горячую воду, почувствуйте благодарность за воду, за жизнь, за новый день, который начинается. Эта простая практика благодарности может превратить здоровую привычку в глубоко духовный и преобразующий опыт. Помните, что каждый глоток – это возможность обновления. Многие духовные мастера учат, что вода обладает силой очищать не только наше физическое тело, но и наши тонкие тела эмоциональные, ментальные и духовные. Это похоже на принятие внутренней ванны, которая очищает все уровни нашего существа. Теперь, когда я поделился с вами всеми этими замечательными аспектами осознанного потребления горячей воды, я приглашаю вас вывести эту простую привычку на новый уровень осознания и трансформации. Дорогие друзья, мы подошли к концу пути открытий о преобразующей силе горячей воды во время голодания. Но на самом деле это не конец, это всего лишь начало вашего собственного пути трансформации. Теперь, когда вы знаете все эти необычайные преимущества, от улучшения пищеварения до духовного подъема, позвольте мне задать вам несколько важных вопросов. Что вам мешает начать эту трансформацию уже сегодня? Сколько раз по утрам вы просыпались с чувством усталости, плохого пищеварения или отсутствия энергии, когда решение могло быть таким простым, как стакан горячей воды? Как долго вы будете ждать, чтобы подарить своему телу этот дар здоровья и жизненной силы? Представьте себе, каково было бы просыпаться каждый день с ощущением по-настоящему энергичного, с прекрасным пищеварением, здоровым кровообращением и ощущением благополучия, которого мы все заслуживаем. А теперь остановитесь и подумайте, что бы изменилось в вашей жизни, если бы у вас каждый день была дополнительная энергия и настрой. Знания, которыми я поделился с вами, это не просто еще одна информация, которую нужно хранить в ящике стола, это приглашение к действию, возможность для реальной трансформации. Начни завтра. Сегодня вечером поставьте термос с горячей водой рядом с кроватью. Дайте себе шанс ощутить это изменение. И знаете, что самое невероятное? Это только начало. У меня есть гораздо больше ценных знаний, которыми я могу поделиться с вами о здоровье, благополучии и личной трансформации. Итак, если вы хотите продолжить это обучающее путешествие вместе со мной, не забудьте подписаться на канал прямо сейчас и активировать колокольчик уведомлений. Каждую неделю я приношу новые знания, которые могут произвести революцию в вашем здоровье и качестве жизни. Знания, сочетающие мудрость предков с современными научными открытиями, всегда думающие о вашем целостном благополучии тела, разума и духа. Оставляйте в комментариях свой опыт употребления горячей воды натощак. Вы уже практиковали эту привычку. Вы собираетесь начать сейчас. Какие преимущества вы больше всего хотите получить? Ваше участие очень важно для нашего сообщества людей, стремящихся к здоровью и саморазвитию. И если этот контент тронул ваше сердце и вы верите, что он может помочь другим людям, поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей. Ведь качественные знания предназначены для того, чтобы ими делились.